6 утра, и Женя с Владом едут... Куда, Влад? Мы едем. Замечательнейшее место, наше самое любимое. Повстанцев Варшавы-1. Во Вроцлаве. Да, во Вроцлаве. Мы едем в Ужин, а догадайте почему. Давайте, с первого раза. Подаваться на гражданство. Мы ждали этого 4 года, и мне позвонили еще в прошлую пятницу с Ужинда стану цивильного. Сказали, что наши документы умиссованы. Это последний был шажок такой. Умиссовали документы мои, свидетельства о рождении, и деток, и свидетельства о браке. Вот. Что мы... У меня все по документам окей, а у детей единственное не вписано родовое назвиска. Мое свидетельство Да. о рождении, его нет. Оно потому что находится вообще в другом месте, и сейчас мы его оттуда достать не можем. А чтобы мне сделать новое свидетельство о рождении, это надо мне ехать в Молдову, либо это делать через консульство Варшавы. Оно делается не быстро. Вот, поэтому мы как бы тоже сейчас, уже начали процесс восстановления моего свидетельства о рождении на всякий случай, если нужно будет потом донести. Но, к слову, на гражданство подается Влад. Пробуем подавать и детей, да? Верно я говорю? Да, детей. мы сразу же Всех прикрепляем троих. и детей тоже. Ты объясни А я людям нет. только, почему тебе в Молдову нужно ехать, а не в Украину сейчас. Никто вообще, наверное, не понял. Ну, потому что я произошло. родилась в Молдове, и у меня, а точнее в Приднестровье, в непризнанном государстве, и у меня свидетельство о рождении, вообще должно быть 2, как старого образца и нового образца. Вот, поэтому нужно ехать в Молдову. Вот и все. Ну, в общем, мы очень надеемся, у нас документы так собраны, но как бы не совсем на 100% уверены, что собрали все и ничего не забыли. Будем пробовать. Хотя бы главное подать Влада, да? Да, А детей, если важное, что, как потом, чтобы процесс начался, двинулся лед. У детей есть детей побыты, потом, если что, им донесем. как бы ничего не меняется пока что. Не То горит. есть такое не горит, да. А мне нужно сделать, по крайней мере, подать, потому что Да. впереди идут, все, наверное, слышали, очень ярые такие изменения по поводу подачи, хотят сделать. Об там, этом мы расскажем чуть-чуть попозже. В общем, мы едем, потому что я свечу фонарем, в машине темно и не очень комфортно ехать. Пожелайте нам удачи, держите за нас кулачки. Мы надеемся, что все получится, а вам, конечно, об этом сообщим. Это я купила себе свет специально, чтобы снимать в сумерках, прям подгадала. Смотрите, это я снимаю без света, а это я снимаю со светом. Он разной яркости. Вот. Ну, классно. К слову, мама осталась с детьми. И если бы не мама, наверное, пришлось бы нам еще детей с собой тащить. И на улице стоять в очереди в Ужинде, под Ужиндом на улице стоять. А почему мы так рано, в принципе, едем? Чтобы стать в очередь, потому что люди там некоторые в 4 часа приезжают, живая очередь. Вот, а Влад еще поедет мельдовать себя, так как я замельдовала себя и детей, а Влада не могла, нужен был его документ, паспорт, либо что-то не было с собой. Поэтому Влад сейчас едет еще себя мельдовать, а я встану в очередь и буду его там ожидать. Будем надеяться, что очередь небольшая. Так что все пройдет супер. Вот эта пробка по утрам в сторону центра Вроцлава. Такая длинная пробка. Люди все едут на работу. Уже светло, но как бы еще так вот. Немножечко темновато, но уже нормально. Нам осталось ехать 17 минут. Планировали мы уже быть в это время там, но немножечко, получается, задерживаемся из-за пробки. Короче, мы пришли, и здесь перед нами 3 человека буквально. Это на получение, на подачу гражданства. А по карте именно кто?
чтобы забрать карту или податься на карту, здесь, короче, очень большие 2 очереди. Сейчас покажу. Влад стоит. Нам просто повезло. Влад паникер, переживал. Быстрее, мы опаздываем. Мы опаздываем. Если бы мы приехали еще через полчаса, то шансов было бы намного меньше. Там же не так много билетиков нам было. Ну да. Там говорят совсем там что-то 10 в день или 15, что-то такое слышал. Человек в день пропускают Но я 10 так примерно. слышал, не уверен. Ну. Не знаю. Вон сколько людей очередь. И еще там с этим входом столько же еще людей. Ну, короче. Поэтому ты расслабился уже, все. Я расслаблюсь, когда подам. Скажут, все, идите, ждите, тогда я буду радоваться. Так что держите за нас кулачки. Я думаю, все получится. Все получится. Ella baila pero no dice nada, su booty lo expresaba con perreíto y con dembow. Sabe bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, ton, ton, ya. Y empieza el flow, esta es la nueva era pero baila todo. Все, нас пропустили, мы взяли номерок. Мы 5-е в очереди, получается, по Да. номерку вроде бы как, да? Я думаю, такую информацию можно давать, ничего конкретного нет. Пришли кофе взять немножечко. Я последний раз, кстати, здесь, когда была, мне кофе бесплатно выдалось. Да, тут всем, кто на узнание на обывательство идет, всем дают бесплатно кофе. Так что, блин, я... Один раз приходим в 4 года и дают. Будем, в общем, Влад же не замельдовался, мы думали, что если будет большая очередь и надо будет долго стоять, пока я буду стоять в очереди, Влад поедет быстро сделать мельдунок. Но нет, очереди нет, поэтому мельдунок Влад ехать делать не будет. Будем здесь на месте просить его донести, если что, в течение дня. Поэтому держите за нас кулачки, показываю вам прям максимально, сколько могу весь процесс, потому что, ну, тоже понимаете, да, чтобы мне здесь и замечания не сделали, да? Кавка. 6 злотых, да? Это ты какой делал? Большую кофе. Большую кофе, да? Большую кофе. Большой кофе. Так, о, вот такая кавка. В общем, по очереди, которая на карту побыта, на подачу на отбор, в общем, здесь больше 100 человек, да, Влад? С 2 сторон очередь, как при главном входе, так и за зданием. Просто. А на гражданство сколько? Перед нами 3 человека, и за нами еще человека 3 потом встало. То есть вместе с нами всем, ну, до 10 человек. Так что просто можно прикинуть соотношение, процентное соотношение мигрантов в Польше, иностранцев, те, кто получают гражданство, и те, кто просто подаются на вид на жительство. Кофе здесь, кстати, очень вкусный. И не 6, как оказалось, а 4,5 злотых. Все, начали людей запускать потихоньку на вид на жительство, там ту большую толпу, которая стояла рядом с нами. Вот. Влад говорит, какое-то офигенное чувство, когда тебе не надо стоять эту всю толпу, да, Влад? Перепроверь, может, документы свои. Вот этих 254 листика. Все их перепроверить. Там я просто не снимал, не показывал. Там вот такая вот кипа документов, всяких бумажек, листиков. Делал миллион ксерокопий. У нас же, получается, складываю я, Милана, Дима и Адриаша. И поэтому получается, что на каждого хоть отдельные внески не нужны, как на гражданство. То есть здесь реально упрощено все намного в 10 раз, чем на гражданство сказал, как на карту побыта. Но все равно копии, все нужно иметь при себе. В общем, если кто-то из вас подается или собирается подаваться на гражданство, вы можете обращаться к Владу, он уже на опыте, он вам поможет. Пока не забыл. Это же как синдром студента. Мы подались на часовый, подали и забыли. Стало то же самое. Буквально люди спрашивают через 2 месяца, а как то, все, забыл, вылетел. В общем, по кодовому слову Джейн Круз я вам сделаю хорошую скидочку. Обращайтесь. Не, на самом деле, пройдя весь этот опыт, весь этот процесс, вернее, опыта набираешься реально конкретного.
такого, что можно потом еще людям помогать собирать эту кипу документов, потому что Влад все собирал сам, абсолютно, без всяких помощников. Есть люди, да, которые прям занимаются этим, подачей. Мы не брали такого человека. Влад как на часовый, так и на сталый побыт, так и на гражданство. Все наши документы здесь в Польше, он все делает сам, без всяких дополнительных услуг. Так что если не в плане помочь физически, то, по крайней мере, консультацию, если что сможет дать, обращайтесь. Esa cosa que te quiero hacer, no salen en mi mente. Esa carita pa' mí. Не волнуйся, все будет хорошо. Я надеюсь. Dobra, i to co pan napisał, zawodowo zajmuje się piłką ręczną. Tak. Ma pan na to potwierdzenie? Nie. Kształcenie wyższe, to proszę to wszystko skreślić. To co pan ma, tylko szkołę policjalną, bo na to mamy Tak. dokumenty. Pracuje jako kierowca, to na to też chyba mamy, tak? Bo pan przedstawił umowę o pracę. Umowę o pracę, tak. Czyli skreśla pan to Aha, o tej okej. piłce i wykształceniu wyższym i nie pisze tu pan nie... Jeden paszport, dwa. Jeden. Białoruś. Tak, tu mamy tylko jeden. Decyzja, akt urodzenia, akt małżeństwa. Małżeństwa, akt urodzenia. Decyzja. Ja mam z sobą i czasowy pobyt, decyzja i stały. Jaki pobyt? Stały. Tylko stały. Można muszę brać. PESEL też nie. A jeszcze ja tam pisałem, że w końcu uzasadnienie we wniosku, że kupujemy własne mieszkanie i wpłaciliśmy tam zadatek i mam na to potwierdzenie, czy to muszę być, czy nie. Potrzebuję. Dostarczy pan akt notarialny. Kiedy będzie akt notarialny? Notarialny będzie w studniu. O, grudzień, studzień. No to dowiezie pan od Styczeń. razu akt notarialny. Tak? No, Okej. bo wtedy adres też będzie chyba zmieniony później, nie? No tak. No to trzeba będzie to wszystko dostarczyć. В общем, не хватает нам некоторых документов. Tak. Decyzja... Влад пишет, что мы в течение месяца их принесем. Tak? Tak. Mogę napisać Adriany Cruz? Tak? Albo... Попозже скажу, что за документы и почему их у нас нет. Adriany Cruz, podpis. Стопка документов наших. Влад пишет, что мы отдали в таком листе. Надо написать, что ты отдал. Сколько ксероксов, сколько чего, акт уроdzenia, сколько паспортов и так далее. Kopia karty pobytu żony też, tak? X5. Tak. Odpis zupełnie potwierdzenia. Akt małżeństwa. Такая стопка получилась документов. Так, а это все ненужное. Сейчас это все буду упаковывать. Все. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego Miłego dnia. Do widzenia. Telefon берем? Это твои пошли. Что? Мне что делать? Не подаваться, что ли? Подошла, типа, говорит, что столько людей, что так долго. Вот женщина. Нормально, да? Подошла, типа, что так долго, говорит женщина, которая после нас стояла в очереди на подачу. Вот люди странные, честное слово. Надо было нам сказать: извините, за нами очередь,
Можно мы сегодня одного ребенка подадим, а завтра другого, чтобы не задерживать людей? Просто всех там за полчаса примерно провели, а нас почти час. И мы понимаем, что это долго, но у нас 3 детей. Ну, большая плюс, семья, да, свечение, стопка у нас документов. плюс были ошибки, да, там... Мы сейчас расскажем про эти ошибки. Давай да, сядем в машину. Которые не по нашей вине, то есть просто вот сделаны И мы в сейчас документах расскажем, разбежности, как у нас все прошло. Ну что, мы уже в машине с Владом. И начнем с того, что мы подали и Влада, и детей. Хотя мы сомневались, что у нас получится подать детей, но мы рискнули. Может, пройдет и все будет нормально. И все прошло. Сразу скажем, когда нам сказали, будет готово. Паспорт будут готовы через 1-1.5. По закону 9 месяцев. Но сказали, что по правде это где-то 1-1.5. Ну, я думаю, что 1.5 и будет. Нам главное податься. Нам не во Вроцлаве, учитывая, как мы ждали часовый, сталый, ну, в общем, очень все долго с документами, то 1-1.5 это вообще ни о чем. Мы готовы ждать 1-1.5. 3,5 года почти. Давай расскажем теперь по документам. Влад готовил документы сам. И у него был список документов, которые нужно подготовить, но он помимо этого списка еще дополнительно на всякий случай делал разные другие документы, и понадобились как раз таки вот эти вот на всякий случай документы, которые он делал, и в списке их не было. А те документы, которые были в списке, не запросили. Например, не запросили... Ни корольнощи не взяли, ни справку освещения, вот это вот. Неподлегание податках не взяли, то же самое, ничего. Потом песель не нужен. Песель не взяли, делал, да. Что еще было из того, что нужно было? Много, реально много. То есть я делал... убеспечение, то, что дети под обеспечением идут ЗУСа и на себя, и на детей не надо. Мельдунок. Кстати, мельдунка, там как бы я не помню, чтобы там был. На меня он как раз таки не нужен был. То есть надо было умова... Нас пронесло, скажем, потому что не было у нас мельдунка Влада, был только мельдунок мой и детей. Не от того, что мы его как-то забили и не хотели делать. Нет, мы меняли сейчас квартиру, мы думали замельдоваться, просто мы не успели. Я в субботу приехал, вот эту, которая была, вечером домой, а в понедельник уже подача. Это спасибо большое Жене и брату. Они помогали, бегали там с пыльномаслництвами, брали, собирали все эти документы. Огромное им спасибо. Я бы сам бы точно бы не смог. Ну, в общем, мельдунок Влада не запросили, а мельдунок на детей как раз вот такие она взяла. То есть все как вот получилось, так и сложилось. И это очень здорово. Итак, теперь по ошибкам и по документам, которые, например, нам нужно будет исправлять. Я тут записывала себе в заметках. В карте побыта детей написано именно вот Миланы и Димы. Адриана родилась во Вроцлаве, там все нормально. А Милана и Дима родились в Беларуси, в Бресте. И в карте ошибка. Именно в пластике написано Брест, а надо написать Брешч. Ну, в общем, Бжещ. Сказали, нужно вообще по-хорошему пластик менять Милане и Диме. Но приняли, да? Пани выписала протокол. Большая молодец. Могла не писать и заставить нас менять. Но она выписала протокол, где мы все эти ошибки указали. И вот эта вот разбежность вся. Ну, у нас Брест это только Милана и Дима рожденные. Вроцлав, это у нас Адриан, и поэтому там все хорошо было. Ну, у меня так вот... и что в итоге? Нам надо менять карту или нет Милане и Диме? Не обязательно это делать, нет. Все, так пройдет, да? Окей. Дальше. Нужно нам поменять свидетельство о рождении детей, так как там не указано родовое мамы, то есть фамилия моя девичья. Не указано, потому что не приложено свидетельство о рождении мое. А свидетельство о рождении, оно находится вообще в другом месте, это вообще другая история, на руках у меня его нет, и мы сейчас будем делать дубликат. Это займет у нас примерно месяца 2. Мама как раз поедет и будет помогать это делать в Молдову. Поэтому нам дали 1 месяц для того, чтобы донести
уже исправленные свидетельства о рождении детей, да, но чтобы их исправить, нужно, опять же, сначала сделать мое свидетельство о рождении, потом тут менять свидетельство о рождении детей. И все нам дали на это 30 дней. Конечно же, это мало, мы не успеем, только мое свидетельство о рождении делается примерно 2 месяца. Поэтому, потом еще рисуются документы. ну да, да, собрать. поэтому сказала она, чтобы мы через 3 недели написали, да, в Ужанд, узнали, кто у нас инспектор, и попросили, чтобы нам продлили срок, чтобы донести вот этот документ, объяснить ситуацию. Будем очень надеяться, что это нам поможет. Я думаю, что все получится. Они идут Пойдут навстречу, но мы просто должны будем объяснить, что это не так просто. Это не просто мы сидим на диване и ничего не делаем. Нет, просто это бюрократия. Вот так она занимает время. Вот почему мы думали, что у нас не получится как раз-таки подать детей, а получится только Влада. Вот как раз-таки из-за моего свидетельства о рождении. Мы знали, что такая ситуация будет, и у нас с этим возникнет проблема. Но приняли детей, просто нужно будет донести. Это большой плюс. А дальше не хватило еще документа умова с работы Влада прошлой, не вот эта работа, на которой он сейчас работает, а еще раньше. А он взял умову только вот той работы, на которой сейчас работает. Нужно опять тебе делать ее, да? Я не знаю, что делать хорошо, если я ее не выбросил, потому что, это старая умова, мне она не нужна. Может, это глупый был поступок, но я думал, что она реально не нужна больше. Но я посмотрю, восстановить нельзя. Засвідчення. У меня есть документ, который в конце, когда проработал, там выписывает, сколько месяцев ты проработал на этой работе. Я думаю, если что, его подкреплять буду. Но его надо тоже искать. Он лежит с документами, надо искать. В общем, тоже этот вопрос нужно будет решать. Еще одна проблема, мы тоже о ней знали. У нас не было оригинала децизии именно у Адрианы. Не было у нас не потому, что мы его потеряли, а потому что пока он к нам шел по почте, как-то по дороге он потерялся, я не знаю, либо в Ужанде самом потерялся. В общем, к нам децизия так и не пришла. У нас только есть электронная децизия. Мы ее отдали, но нам сказали, нужно оригинал иметь. Мы сказали, что у нас его просто нет. И сейчас тоже нам сколько дали? Месяц на то, чтобы мы принесли? Все месяц. Там такая ситуация в 2 словах. Они выслали с Ужанда, то есть они говорят, что мы подтверждаем, что мы отправили, а в почту оно не пришло. И на протяжении 6 месяцев мы не могли сделать новую ничего, потому что у них написано в Ужанде, что оно отправлено, скоро придет. В итоге мы подождались, подали на повторку, повторное свидетельство, децизия, и нам не пришло. Опять ничего не пришло, то есть опять оно все как-то куда-то убежало. Хотя адрес мы не меняли, ничего, надо опять писать и опять ждать. И пришло, кстати, 2 раз там в Ужанде уже написано было именно в личном кабинете через полгода, что ответ, что да, оно там не дошло, вот так. В общем, будем опять писать и добиваться того, чтобы нам наконец-то дали этот оригинал. Такая ситуация, что мы-то в этом не виноваты, что у нас нет оригинала. Он даже нам в руки не попадал еще ни разу. Но, факт остается фактом. Сейчас этот вопрос решать должны мы. Еще есть ошибочки, сейчас расскажу. Также мы прикладывали такое соглашение от моего лица на подачу детей вместе с Владом. Так как дети несовершеннолетние, да, обывательство. Я подписала, все заполнила от руки, отдали мы на каждого ребенка, а она сказала, что это все нужно, оказывается, еще заверять нотариально. А мы не заверяли, так как мы думали, что если я присутствую лично, я специально для этого и пришла, то нам не надо заверять, а оказывается надо. И что нам теперь? Надо заверять все-таки? Что? Насколько я понял, там тоже, ты протокол писала, и ты подписывала его, и ты сверяла. Там было написано, что мы должны это все-таки делать или нет? У меня нету копии протокола, ты все подписывала. Я подписывала протокол, она мне просто сказала сверить паспортные данные паспорта именно и карты побыта. И там на 3 детей проверить эти данные. Это протокол, что я соглашаюсь, что дети подаются с тобой, там так как-то было написано. Значит, все, тогда не нужно. Все, то есть если бы было бы просто заверено нотариально, тогда супер.
тогда все отлично. А если нет, ну опять же, спасибо инспектору, этой девушке, которая принимала документы, пошла навстречу и сделала протокол просто. В общем, да, вот в принципе это все. Все остальное у нас было, все остальное мы сдали. Это все как бы такие недочеты, которые нам надо исправлять. И то, да, все они практически, ну не по нашей вине. Единственное, вот обывательство нужно было заверить. И вообще, эта женщина большая молодец, она не то, что там все, я у вас не приму, у вас этого нет, идите дальше, не знаю, делайте дальше документы. Молодец, приняла документы, дала нам даже срок донести. И сколько мы у нее сидели, там, наверное, час точно, если не больше, мы сидели, она принимала документы. Я не знаю, сколько она там работает, но профессионализм ее реально очень удивил, потому что она просто вот эти документы ших, она знала, где, куда, где посмотреть, то есть в каком документе. Она сразу только что, она же должна сверить все оригиналы с копиями, поставить печати. Везде все, тых, там столько документов было, я сам не видел. Да, там документы летали просто, можно сказать. Она быстро, так я еще Владу говорю, боже, как она быстро их перебирает, тык, вообще. Ну, в принципе, все. Так что мы уже точно знаем, какие документы надо, да, на подачу гражданства. Уже точно по своему опыту все, что пишут в списке, да, какие документы надо, вообще совсем все не так на самом деле в реальности. Так что можете обращаться, мы подскажем, если кому-то вдруг нужно будет или придете к тому, чтобы делать гражданство, то мы уже на опыте и знаем, какие ошибки могут быть и на что нужно обратить внимание. Поэтому поздравляем нас еще раз. Вы можете тоже писать свои поздравления в комментариях. Будет очень-очень приятно. Мы долго к этому шли. И через год-полтора у Влада и у детей будут польские паспорта. Они официально будут поляками. А я пока что еще буду ждать. Но ничего. Ничего. У меня делается болгарский паспорт. Благо, он тоже скоро сделается. Там, гляди, и одновременно и мой паспорт сделается болгарский, то будем все с европейскими паспортами. Поэтому все будет хорошо, и мы очень рады. Влад выдохнул наконец-то, да, потому что для него это грузом на плечах лежало. И теперь завтра мы можем со спокойной душой ехать в мини-отпуск, да? Ты ждешь? Да, мы специально приехали. Именно тут чудом так получилось, мы специально планировали на вторник вылет наш. И чтобы понедельник, ну мало ли так получится, шансов было 10%, что все сойдется и мы подадимся на гражданство. И тут мы подаемся, я говорю, это будет самый лучший отпуск на свете. Мы сегодня все сделали, завтра свободной душой. В 6 утра у нас самолет, да? Да, нет, в 6 утра. Да, в 6 утра, в 6 с чем-то самолет. Так что сегодня отдыхаем, празднуем, отмечаем, завтра улетаем. Поэтому буду рада, если вы поддержите нас и порадуйтесь также вместе с нами, потому что мы очень рады и реально очень долго к этому шли. Это столько нервов, это столько переживаний, и слава богу, все получилось. Поэтому на этом видео заканчивается. Мы отправляемся в классный мини-отпуск, который я тоже буду снимать. Если вам интересно, оставайтесь на канале, подписывайтесь и увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока.